Сейчас 7 часов утра, и мы с Ричардом, как обычно, пришли на нашу первую утреннюю прогулку в парк. Конечно, так как сейчас у нас у всех более свободный режим, мы не привязаны к офису, к работе, и можно было бы, конечно, сместить наши прогулки с Ричардом на более позднее время, например, на 8 или на 9 или даже на 10. В принципе, с Ричардом это нормально, он как бы не требует, чтобы его выводили рано, но просто у меня это самодисциплина. Я не очень, то есть я хочу как можно ближе придерживаться своего обычного режима. Также не хочу нарушать режим Ричарда. Как бы вот он сейчас привык к 7 часам утра. В принципе, как я сказала, можно было бы перенести, но опять же это тоже как бы нарушение его режима, и потом надо опять переносить будет время. Ну и третья причина, наверное, это потому что сейчас уже в Индии наступил жаркий сезон, и днем температура поднимается до 40 градусов. И, наверное, вот в 7 часов утра это тот момент дня, когда еще очень-очень приятная температура, прохладная, можно сказать. Хотя, в принципе, наверное, сейчас градусов 26-27, но по сравнению с 40 градусами это еще прохладно, и вот можно просто посидеть, погулять в парке, подышать свежим воздухом. Еще в это время дует такой вот освежающий ветерок, который потом в течение дня исчезает. Вот, и это как бы такой приятный момент, вот просто подышать свежим, немножко прохладным воздухом. Несмотря на то, что в Индии один из строжайших карантинов во всем мире, вот в этом нашем парке всегда огромное количество народа. И притом все эти люди, они все без масок, они все свободно гуляют, и гуляют по 2-3 человека вместе. Я очень сильно люблю книги, и обычно я покупаю книги в огромном количестве, но в обычном ритме жизни, когда я работаю, когда есть у меня время и на другие интересы, всегда хватает времени на чтение этих книг, и поэтому я обычно покупаю книги, например, пролистываю их, просматриваю и откладываю их до лучшего времени, до свободного времени, когда я могу наконец-таки заняться этим чтением этих книг, но времени, как изо дня в день, времени так и не хватает.
И сейчас как раз такое время, когда у меня появилась возможность вернуться к моим книгам и начать их постепенно перечитывать. И сейчас каждый день, каждое утро после того, как я позавтракаю, после того, как я выпью кофе, я обычно 2 часа посвящаю чтению. Конечно, в режиме, который сейчас у нас у всех, можно посвятить чтению любое время дня, но как-то мне больше всего нравится вот именно после утренней чашки кофе вот заняться чтением в течение нескольких часов. И на данный момент я читаю очень интересную книгу. Это книга о путешествиях. Вот. Книга называется «Идущий в Гималаях». Автор книги известный английский писатель и путешественник. И данная книга именно посвящена описанию его путешествия вдоль всего хребта Гималаев. То есть он задался целью пройти от того самого места, где Гималаи берут свое начало, и до последней точки, конечной точки, где Гималаи заканчиваются. Отличительной чертой его путешествий является то, что он путешествует всегда пешком. И вот помимо этого путешествия вдоль хребта Гималаев он совершил также еще ряд путешествий. Это путешествие вдоль всей длины реки Нил, путешествие в Амазонии, путешествие по странам арабского мира и Персидского залива. Вот, и о всех этих своих путешествиях у него написаны книги, и также во время его путешествий снимался ряд телешоу для канала Discovery. Но как бы я предпочитаю, наверное, сначала ознакомиться вот с книгой, а потом, конечно же, когда я прочитаю книгу, мне бы тоже было интересно посмотреть вот эти его телешоу. Так как в своем путешествии автор пешком проходит через несколько стран, он идет там по деревням каким-то маленьким, по каким-то окрестностям, то есть у него очень нестандартный маршрут, то ему на пути встречаются реальные люди, реальные какие-то ситуации, и вот очень-очень интересно читать, и помимо описания вот таких вот реальных ситуаций, реальных бесед, реальных людей, очень много описаний, культурных описаний разных народов, разных стран, а также помимо этого автор дает ссылки исторические, экономические, то есть вот очень-очень объемное, многогранное идет описание путешествия. Вот, и тем более, что такого нестандартного, нетипичного по каким-то не туристическим и не типичным маршрутам. Очень-очень интересное чтение, и, конечно же, я на этой книге не остановлюсь, и обязательно меня сейчас нету, но когда все откроется, я обязательно приобрету его и другие книги, другие издания, и почитаю также. Каждый день в 11 часов утра мы встречаемся с моими коллегами и директором компании в приложении Zoom. Смотрим вместе познавательные вебинары, готовим сами презентации и вебинары, стараемся по возможности эффективно использовать это время, ну и просто общаемся.
А сейчас время небольшого шопинга. Овощи можно приобрести в овощных магазинах, но также в течение дня несколько раз в каждый район приезжают вот такие вот тачанки с овощами и фруктами. Вот по всей нашей улице сейчас стоят. И я уже затарилась вот овощами. И сейчас хочу купить фруктов. Ничего не могу с собой поделать, но во время карантина мое хобби и пристрастие к выпечке начало прогрессировать. Скорее всего, это связано с тем, что у меня появилось очень много свободного времени. А также в Индии все кондитерские магазины прекратили свою работу на время карантина. А в обычных магазинах у них не продают никакие ни тортики, ни выпечку, ни какие-либо там вкусняшки. Поэтому другого выхода нету, приходится все делать дома. Выпекаю я практически через день, то есть получается я что-то выпекаю, какой-то новый тортик или кекс или там еще что-то, и потом вот это съедается за день или за два, и через день я опять выпекаю. То есть за неделю, наверное, я пеку 3-4 раза. Сейчас как раз 4 часа дня, и сладкого у нас дома нету, соответственно. Вот, и я решила испечь шоколадный кекс. Рецепт очень-очень простой и быстрый, и кекс получается тоже очень вкусный, и его как бы можно обыгрывать, можно его есть без крема, но сегодня я хочу попробовать, я сделаю просто прослойку со сметаной, вот, и кажется, мне получится очень вкусно. Итак, нам понадобится емкость, одна емкость, где мы будем все замешивать, ну и ингредиенты. Бананы 270 грамм. Все ингредиенты для выпечки я обычно взвешиваю четко на весах, потому что без весов не очень получается. Бананов получилось 300 грамм, но это не страшно. Бананы кладем в емкость и разминаем вилкой. Добавляем к бананам 2 яйца и 150 грамм сахара. У меня вместо сахара сахарная пудра, потому что в Индии сахар огромного размера, огромные кристаллы, прямо в 3 карата. И этот сахар в выпечке, он не растворяется. В принципе, даже если его класть в чай, то очень надо сильно постараться, чтобы этот сахар размешать и растворить. Поэтому у меня 150 грамм сахарной пудры. И сейчас мне понадобится венчик, чтобы наши ингредиенты размешать. Добавляем 80 грамм растительного масла. А теперь добавляем сухие ингредиенты. 230 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, 1 чайную ложку разрыхлителя. Все сухие ингредиенты просеиваем. И теперь последний штрих, но это не обязательно, как бы его можете опустить. В само тесто, когда тесто уже замешано, можно добавить пакетик шоколадных капель. У меня шоколадных капель нету, и я буду использовать вот такой кондитерский шоколад специальный. Мне понадобится половинку этого кусочка, то есть 100 грамм. И я его порублю в крошку и замешаю в тесто. Но это по желанию, смотрите, это можно и не делать. Шоколад можно и не добавлять. Теперь я беру форму. У меня нету формы специальной для кекса, поэтому будет просто круглая форма. И в принципе сегодня, так как я сказала, хочу использовать также крем, попробовать использовать крем в этом тортике, в этом кексе. Поэтому для меня лучше, чтобы он сегодня был в форме
тортиком. Вот такой круглой форме. На дно формы я положу, застелю пергаментную бумагу. И сверху пергаментную бумагу я смажу сливочным маслом. Все, наш красавчик залит в форму. И все, отправляем в духовку, разогретую предварительно, что обязательно, до 180 градусов на 40 минут. Slowly and gently open your eyes, looking at the plants. Так, за время карантина мы сделали одно для себя открытие в нашем доме. Оказывается, у нас есть крыша, про которую мы как бы догадывались, но никогда мы сюда не ходили. Вот. Так, здесь у нас как бы жилое помещение. Вот такая лесенка наверх. И, значит, мы попадаем на нашу крышу. И вот тут ребята уже лежат и сидят. Ричи.
после того, как мы открыли то, что у нас в доме имеется вот такая крыша, мы ввели традицию каждый вечер на заходе солнца приходить сюда и проводить время на этой крыше. И когда карантин начался, только погода была очень хорошая, то есть было очень комфортно. Вечером было даже немножко прохладно, дул свежий ветер, и очень были красивые закаты. И мы никогда мы все время удивляемся, и до сих пор даже удивляемся, что мы здесь живем уже 3 года, и мы никогда не знали про эту крышу, и сколько вообще закатов вот таких мы пропустили, и вообще возможности вот так вот просто посидеть здесь, ну, спокойно, вот, понаблюдать, вот, посмотреть на небо и понаблюдать за закатами. И, скорее всего, когда все закончится, мы также будем приходить на крышу и смотреть закаты. Даже сейчас днем была такая страшная жара, а сейчас дует такой приятный ветер. Как бы я думала, что будет дождь или гроза, но не знаю, по всей видимости тучи проходят мимо нас. Но хотя бы такой вот сейчас прохладный ветер здесь.